Тема занятия 16. Проекции с числовыми отметками. Сегодня мы разберем порядок построения проекций с числовыми отметками, а именно подготовим выемки, подготовим насыпи под установку площадки. Для того, чтобы выполнить эту работу, нужно сначала провести некоторые подготовительные операции. Вся работа выполняется на листе формата А3. То есть вот это у меня 297-420 миллиметров. Место для основной надписи. Вся работа выполняется в масштабе 1:200. Поэтому, когда вы будете переносить сюда топографическую поверхность, то имейте в виду, что вот эта клеточка составляет 50 миллиметров. Это в масштабе 1:200. Кроме того, нам дано само сооружение, вот оно сооружение здесь, оно тоже имеет размеры в метрах, и переносить его нужно в масштабе 1:200. Может быть, в чертеже сооружения указано, что, допустим, оно повернуто там на 15, 20, 30 градусов в какую-то сторону. Это означает что? Что надо сооружение все повернуть вот так, как оно есть, и в таком повернутом виде сюда его начертить. То есть дорога может оказаться направленной, допустим, не сюда, а в противоположный там какой-то угол. Дальше, что еще нужно знать при подготовке? Нужно сначала построить масштабы. Вот эти масштабы, которые у меня здесь стоят. Масштабы строятся таким образом. Нам дано уклоны, выемки 1:1, насыпи 1:1,5, дороги к 1,6. И плюс указан уровень площадки. Для того, чтобы построить вот этот масштаб, нужно построить такую табличку. Здесь эта табличка, одна клеточка, соответствует 1 метру. То есть в масштабе она получается равной 5 миллиметров. И дальше строим линию уклона. Строится она так. Если уклон выемки 1:1, то одна клеточка вверх, одна вправо, получаем точку и через нее проводим линию. Эта линия будет иметь уклон 1:1. Дальше уклон, допустим, насыпи составляет 1:1,5. То есть, опять же, метр вверх, 1,5 получается вправо, проводим линию. Эта линия соответствует уклону насыпи. Ну и для дороги точно так же 1,6. Уклон дороги 1:6. Обратите внимание, что вот эти линии, они визуально нам показывают, как будет выглядеть уклон наших поверхностей. Но этого нам тоже недостаточно. Нам надо выяснить, какое расстояние, то есть через какое расстояние нужно пройти для того, чтобы у нас на 1 метр изменились величины отметок. Делается это таким образом. Значит, вот 1 метр, и вот наша линия идет уклона. Вот в этой точке, вот здесь, высота поменяется на 1 метр. Мы сносим сюда и получаем интервал, вот этого уклона. Точно так же для 1,5 наклона. Точно так же для 1:6 получаем вот такой вот уклон. Эту табличку построили. После этого, когда табличку построили, нужно построить вот эти масштабы. Этот масштаб представляет собой что? Основную линию, тонкую линию. И через расстояние, это масштаб у нас выемки, через расстояние, вот эти расстояния, проведены отметки, соответствующие горизонталям. Для насыпи другой масштаб, и вот эти расстояния здесь соответствуют вот этому расстоянию. В нашем случае это получится 7 миллиметров. 7 миллиметров. Оба масштаба градуируются. Для выемки, видите, от 22 и дальше. Для насыпи 20 и меньше. Вот эта самая последняя отметочка, это соответствует 21 метру. Значит, эти масштабы ставятся. Посмотрите сюда на нашу топографическую поверхность.
площадка 21 метр и горизонталь 21 метр, вот она здесь проходит. Это означает то, что вот именно по этой горизонтали нам делать ничего не нужно. То есть не копать, не насыпать. Отметим эти точки. В этих точках влево будет у нас выемка, а с правой стороны от этих точек будет насыпь. Значит, на всех участках, где у нас выемка, вот она линия идет, мы ставим, чертим вот этот масштаб выемки. Здесь маленький участок под углом, то же самое перпендикулярно чертим масштаб. Здесь масштаб, здесь масштаб. На этом участке, этом и этом будет у нас насыпь, и мы, соответственно, ставим сюда масштаб насыпи. Поставили. После этого еще давайте подумаем. Вот этот масштаб, он представляет собой что? Линию наибольшего ската. Да? И вот тут, если мы проведем через отметки линии, которые будут параллельны нашей площадке, эти линии будут являться горизонталями. И будет у нас, они нам показывать, как выглядит именно наклонная площадка на этом участке. Где-то в каком-то месте вот эта наклонная площадка пересекется с топографической поверхностью. И здесь будет какая-то кривая, которая показывает, что дальше за этой линией топографическая поверхность, какая была, такая и останется. Теперь посмотрите следующее. Здесь у нас идет участок, такая прямая поверхность, здесь тоже. Они между собой будут пересекаться. Уклон у них одинаковый, поэтому линия пересечения у них будет что? Прямая. Прямая. Ну и прямая какая, раз уклон одинаковый? Это будет прямая, которая будет являться биссектрисой вот этого угла. Точно так же и здесь такая будет прямая, которая будет являться биссектрисой угла. То есть мы эту линию пересечения заранее можем построить. Дальше, здесь тоже будет биссектриса угла. Ну, здесь проще, угол будет 45 градусов. Построили. Дальше, здесь будет у нас тоже линия пересечения, угол 45 градусов. Построили. И еще вот здесь линия пересечения будет угол 45 градусов. Построили. На этом участке у нас насыпь от площадки будет пересекаться с насыпью от дороги. Линия пересечения у них будет прямая, но поскольку уклон разный на дороге и на насыпи площадки, то линия пересечения не будет являться биссектрисой угла. Поэтому, глянув сюда, сразу можно сказать, правильно построено или нет. Ну а теперь давайте перейдем к построению. Значит, смотрите, если мы сейчас проведем через отметку 22 прямую, то есть так будет выглядеть горизонталь на поверхности до того места, чтобы она пересеклась с горизонталью 22. То очевидно, что вот в этой точке, где они пересекутся, до этой точки будет поверхность ровная, а дальше пойдет у нас топографическая. Ну, точно так же найдем следующую точку пересечения. Вот это 23 горизонталь. Проведем отсюда прямую до пересечения. Вот она. Здесь. Ну, сразу возникает вопрос, а сколько точек искать? Мы, в принципе, можем и 24-ю найти, 25-ю, 26-ю. Но нас интересуют точки, которые вот будут до линии пересечения. 23-ю мы построили для того, чтобы мы знали, где это будет линия пересечения. Для более точного построения. Поэтому дальше мы начинаем строить нашу кривую. Она начинается в точке там, где отметка 21,00, проходит туда, где отметка 22,
и заканчивается там, где отметка 23. Вот получилась наша прямая. Теперь наша кривая, да, которая соответствует линии пересечения. В этом месте у нас кривая пересекла биссектрису. Все, что левее, оно нам теперь не нужно. Оно строилось у нас исключительно для того, чтобы мы могли вот этот участок построить. Мы его построили, выделяем основным. Все, кусочек линии пересечения есть. Так, теперь рассматриваем вот этот участок. С горизонталь 22, если мы ее продлим, она вот тут пересекется. 23, она пересекется вот там, да? Ну что, значит, и больше отметок у нас не будет. Одна на границе есть, 23 мы продлим до пересечения и получим отметку вот здесь. Дальше соединяем кривой, значит, вот эту точку, дальше так и вот сюда. Все, нас интересует участок какой? В пределах наших линий пересечения, то есть не тут, это будет вот тут эта точка. В этих пределах интересует. Остальное нам не нужно, поэтому мы это можем удалить. Отсюда и до сюда. Так, весь кусочек нет. Мы можем удалить только лишь то, что у нас за пределами. Отсюда и до сюда. Ну, здесь поправим. Перенесем вот так. Да, получается. И эту линию сделаем основной. Так, линии биссектрисы мы тоже сделаем основными. Все, видите, кусочек у нас есть. Дальше целесообразно построить линию пересечения здесь, а потом ее здесь замкнуть. Так мы и сделаем. Значит, одна точка есть. 22 горизонталь у нас вот здесь. Ставим здесь отметку пересечения. Дальше 23 горизонталь у нас получается вот там. Это уже будет за пределами биссектрисы. Поэтому точек достаточно. Теперь строим линию пересечения. Так. Вот она. Дальше пересекать биссектрису будет вот в этой точке. И нам нужен кусочек какой? Вот этот, тот, что остался. Преобразуем его в линию основную. Вот эту тоже в основную биссектрису. Все, есть. Дальше осталось нам построить вот здесь участок. Ну, здесь может быть ситуация такая. Смотрите, у нас здесь, давайте посмотрим. Если мы проведем 22-ю горизонталь, она нигде пересекаться не будет. 23-ю, то она будет, да? Ну, давайте поищем. Ну, чтобы мы не путались, мы с вами вот удалим вот эту, да, точку. Она это относилась к этому участку. И сейчас она нам не нужна. Не нужна. Теперь будем проводить 23-ю. 23-я это вот эта горизонталь. Да, проверили. Ну, здесь она будет там пересекаться, а в эту сторону, если мы проведем, то где-то она будет пересекаться. Ну, давайте посмотрим. Вот, одна точка нашлась. Вот тут. Одна, и тут, смотрите, есть вторая, да? Чем больше точек, тем лучше. Так, теперь давайте посмотрим 24-я, она вот тут. Горизонталь, как бы мы ее тут не проводили, пересечения не будет, да? Ну, 25-я, 26-я тем более не будет. Ну, сколько есть, столько есть. Столько есть. Начинаться должна у нас вот в этой точке на биссектрисе идти сюда,
сюда и попадать вот в эту точку. Вот так. Вот. Ну, она должна быть, ну, так и должна быть, да? Основная. Все, теперь давайте подумаем, что мы сделали с вами. Мы с вами построили выемку, то есть на этих участках, которые прилегают к площадке, мы должны выполнить земляные работы по созданию выемки. И вот здесь поверхность представляет собой ровную плоскую поверхность, а далее за этой линией пересечения топографическая поверхность как была, так и осталась. Продолжим дальше. Точно так же мы поступаем и здесь. Но единственное, что здесь масштаб другой. Да, масштаб другой. 21 мы не трогаем. 20 мы находим точку пересечения. Нашли. Эта точка будет у нас с горизонталью 20. Да? Дальше проводим линию пересечения 19 до пересечения с горизонталью 19. 19 горизонталь у нас здесь. Ну и видите, она находится где? За уже линией, за линией, которая у нас является биссектрисой. Вот у нас биссектриса, и она находится за ней. Поэтому достаточно точек. Теперь соединяем. Соединяем вот эту точку, вот эту. И та, что получилось за биссектрисой. Ввели. Так, и теперь здесь ставим на биссектрису. Так, ну, в принципе, больше и не надо, да? Больше не нужно. Можем вот этот кусочек лишний убрать. Убрали. Это преобразовать в основную линию. Все, у нас кусочек есть насыпи. Здесь поступаем таким же образом. Смотрим, вот 20-я горизонталь. Ее продлеваем. На месте пересечения ставим отметку. Теперь 19-ю продлеваем до пересечения. На месте пересечения ставим отметку. Далее проводим кривую от точки вот этой и до этой. Ввели. Так, и теперь лишнее уберем, то, что нам не нужно. А нам не нужно будет, ну, здесь точечки рядышком стоят, но тем не менее отметим и уберем вот этот кусочек и этот. Вот это преобразуем в основную линию. Преобразовали. Теперь нужно построить здесь линию пересечения. Но смотрите, здесь давайте думать. То, что 20-я, вот наша горизонталь, да, ну с 20-й где-то пересекется, правильно? Продлеваем до пересечения. Вот так. И где она пересеклась? Ну, прямо здесь на линии, на биссектрисе. Так, а в другую сторону, если мы продлим, тоже она за пределами биссектрисы. Ну, то есть мораль какая? Здесь все у нас проходит, вот видите, тоже просеклась прямо здесь. Вся линия пересечения проходит параллельно вот этой горизонтали, 20-й. Так мы ее и построим. 19 с 19 не пересекаются, вот это 19 у нас, но остальные тем более не пересекаются. Поэтому построим параллельно, начиная от этой точки, и будем дальше идти так, чтобы это было у нас параллельно вот этой горизонтали, которая идет. Так, так, и здесь вот. Ну, вот эту линию мы выделим, и это будет у нас граница насыпи площадки. Вот посмотрите, у нас уже готово, что граница выемки, граница насыпи. Теперь осталось нам построить насыпь для дороги.
Для этого нам нужно масштаб. Мы его так не делали отдельно, поэтому мы его изобразим прямо здесь. Я специально его покажу другим цветом. И размер, сейчас мы померим. Этот размер у нас составляет 30 миллиметров. Да? Значит, мы сместим эту линию на 30 миллиметров, начиная отсюда. Так. Далее. Далее и далее. Значит, вот эта линия соответствует уровню 21. Подпишем, да, для того, чтобы мы это четко знали. Вот эта линия будет у нас соответствовать отметке 20. Эта линия отметки 19. Вот это 18. И это 17. Построили. Теперь давайте подумаем. Вот у нас здесь на площадке уровень составляет 21 метр. Через какое расстояние станет он меньше? Ну, через вот это расстояние, да, 7 миллиметров. Поэтому, если мы тут проведем окружность радиусом 7 миллиметров в этом углу и в этом углу, то можем утверждать, что вот здесь у нас будет что уровень 20 метров. А на дороге вот он. Поэтому если мы проведем касательную к этой окружности, проведем касательную к этой окружности, то можем утверждать, что вот эта линия у нас, она будет соответствовать уровню 20. И смотрите, где она пересечется с горизонталью 20. Вот у нас, видите, горизонталь есть. И отметим эти точки, да. Вот она, одна точка и вторая точка. Горизонталь 20, это будет вот здесь. Есть. Теперь давайте подумаем. Как нам найти линию такую же для горизонтали 19? Точно так же здесь нарисовать окружность, к ней касательную. Очевидно, что в этом случае касательные все будут у нас одинаковые. Да? Поэтому что нам остается? Просто-напросто мы можем параллельно провести через вот эти точки касательные. А дальше точно так же. Вот эту мы скопируем, параллельно поставим и будем искать точки пересечения. Значит, это у нас 20-я, да? Где 19-я у нас? Вот горизонталь. Где будет точка пересечения? Вот одна будет здесь. Вторая точка будет здесь. Теперь 18-я. Ну, 18-я, вот у нас горизонталь, поэтому это надо что? Продлить до пересечения. И 18-я вот это, значит, и эту продлить до пересечения. И в местах пересечения, то есть это будет у нас вот тут. И в этом месте. Вот здесь. В этом месте поставить точки. Дальше 17-я горизонталь у нас. Вот она, да? Значит, эту надо продлить до пересечения 17-й. И здесь продлить до пересечения 17-й. И поставить соответствующие точки. Вот здесь. И поставить точку вот здесь. Ну, в принципе, мы можем сделать и что? Еще одну нарисовать. Да? Значит, возьмем мы эту, сместим еще на 30. То есть вот так. Это временно, для того, чтобы эту линию можно было нарисовать. Ну и эту так. Потом мы эти линии уберем. Значит, вот эту, соответственно, скопируем, поставим сюда и сюда.
И эту скопируем и поставим сюда и сюда. Теперь смотрим. Вот это 17, это 16, 15. 16 вот она, да? Продлим ее чуть-чуть. И здесь изобразим точку. Ну и с этой стороны она у нас уже есть. Вот тут изобразим точку. Ну и 15 мы ее тоже продлим. Вот так. Здесь. И продлим ее здесь. И поставим точки. 1. И поставим точки 1. Так, ну эти я уберу. Да, а мы это все делали для того, чтобы могли это изобразить, найти точное место положения точек. Мы их нашли. Мы их нашли. А теперь осталось что? Соединить кривой, начиная с этой точки до этой, до этой. Так, точно. А здесь какая будет точка? Вот она будет, да? Это будет общая точка. Есть. Проведем такую же кривую с этой стороны, с нижней. Опять точка 1, 2, 3, 4. Так, так и так. Вот. Теперь давайте подумаем. Вот смотрите, идет наша насыпь так и дошла до насыпи дороги. Ну, очевидно, что тут они пересекутся, да? Точка пересечения будет у них вот здесь. Дальше, с противоположной стороны, точка пересечения будет вот здесь. Теперь удалим лишний кусочек. Это у нас будет вот отсюда и до сюда. Удалим внизу лишний кусочек. Это будет у нас вот отсюда и до конца. Удалили. Ну и теперь давайте подумаем, а где же у нас будет линия пересечения плоскостей. Очевидно, что она будет идти вот так. Здесь. И она будет идти отсюда и до этой точки. Теперь выделим вот то, что у нас получилось. И сделаем это линией основной. Ну так, и еще кусочек у нас есть лишний. Это лишнее, это вот это. Так. И удалилось, да не то. Так, мы должны удалить вот этот кусочек. И вот здесь. Ну, я поправлю, чтобы было красиво. Линия была красивая, да? И вот у нас она и получилась, да? Так, да. Хорошо. И теперь осталось сделать последнее, да? Последнее это построить берштрихи. Я просто покажу, как они выглядят, да, берштрихи. Берштрихи рисуются так. Здесь они рисуются на сторону от линии пересечения до. Туда рисуется до сторону площадки. Один такой, второй такой, да. Вот так. И да, затем через промежуток еще раз, да, вот так показываются. То есть они символически показывают направление стока воды. Направление стока воды. Дальше, теперь со стороны насыпи такие же показываются тоже, но они показываются в другую сторону, да, то есть они показываются вот так.
То есть как вода стекать будет с насыпи, да, вот так и так. Ну, то есть так по контуру всей насыпи, да. Тут с работой закончено, остался один элемент: построить вот это сечение. Построить это сечение. Давайте мы это сечение и построим. Значит, мы построим, сделаем его красным и будем обозначать именно красным все необходимые отметки. Вначале мы отметим отметки, вот я их обозначу красными, это те места, где это сечение пересекает горизонтали. Это вот эти отметки. Дальше горизонталь пересекается вот здесь. Горизонталь пересекается вот здесь. Дальше вот в этом месте. И последняя точка. Так, и значит теперь мы должны измерить расстояние между этими точками. Расстояние между точками. Измерим. Вот она. Видите, 24. Ну, я здесь отмечу эти расстояния, но на чертеже их отмечать не нужно. Да? Чтобы не загромождать чертеж, достаточно просто их измерить. Да? Так, и вот здесь. И еще один размер здесь. Измерили. Так, и теперь такую линию мы должны построить здесь. Значит, строим так. Строим. Ну, предварительно давайте мы отметим здесь уровни. Да, уровни. Ну, самый маленький у нас, наверное, 15 и дальше. Да? Поэтому их отметим. Так, ну 15 там даже нам не надо, поэтому мы, наверное, последний сделаем 16, да, вот это будет 16, это 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Ну и здесь будет 25. Ну, чтобы было красиво, то немножко их поравняем. Ну, хотя бы так, с большего. Вот это сюда. Так, и будем дальше откладывать расстояние. Будем так. Вот смотрите, вот у нас первая точка. Это будет здесь. И эта отметка у нас здесь составляет сколько? 24 метра, да? Значит, мы проводим здесь отрезок до высоты 24 метра. Вот отсюда сначала до высоты 24 метра. В этой точке ставим отметку. Дальше 24 миллиметра, и там будет 23, да? Значит, проводим 24 миллиметра и до отметки 23. В этой отметке ставим высоту 23. Далее смотрим, ну проверим, правильно? Правильно, да? Вот тут следующая будет отметка, вот это 22. Вот она, расстояние 32 миллиметра. Значит, так, откладываем 32. И отметка вот здесь.
должна быть 90, вот так. И здесь опять следующая отметка. Так, ну таким же путем дальше 22. Потом горизонталь 21. Это вот это, 50 миллиметров. Так, отсюда 50 миллиметров. И вверх 21. Вот так. Отмечаем точку. Далее 50. Потом 24 и 40. Да. Так, 24. Да. Вот сюда. И 40. Вверх, вот сюда. Вот так. Отметим точки. Так, и получаем кривую. Что это такое мы построили? Это так выглядела наша поверхность до того, как мы начали устанавливать сюда площадку. То есть так выглядела топографическая поверхность. Вот так. Ну, я здесь оставил хвостик дальше. Вот так она выглядела. После того, когда мы сделали на топографическую поверхность наложили сооружение, то у нас кое-что поменялось. А именно что? Значит, мы это отметим сейчас синим цветом. И новые точки. Значит, мы должны отложить точку начала. Один есть. Потом у нас вот эта точка, как была, так и осталась. Дальше следующая точка. А следующая уже там, где началось наше сооружение. Там. Потом, где закончилась наша выемка. Потом, дальше у нас идет прямой участок аж до этой самой точки. И далее идет у нас насыпь. И насыпь идет вот до этой точки. Ну а далее остаются вот эти точки, которые были. Вот так. Ну и это также остается, как она и была. Вот здесь. Так, теперь что поменялось? Нам надо измерить участки какие. Вот этот до начала он поменялся. Дальше от начала до вот сюда изменился. Дальше от этого места до следующей синей точки, это вот этот участок, поменялся. Потом от этой точки, ну, до следующей синей точки. Вот он поменялся. И теперь давайте их будем откладывать. Значит, смотрите, вот здесь, где у нас был у нас участок красненький, да, до первой точки, он так и остался, да, до вот этой точки остался. А далее от этой точки мы должны отложить 17. 17, да? Так, мы откладываем вот от этой точки сюда 17 и проводим линию куда? Вверх. Вот до этой точки. Вот она. То есть вот эта точка у нас стала здесь. То есть мораль какая? Отсюда отметки 24 до этой точки как была, так и осталась поверхность, да? А далее нет. Теперь вот этот участок 10 миллиметров. И он 10 миллиметров откладываем. То есть этот участок от этой синей до следующей составляет 10 миллиметров. И идет он до отметки 21.
здесь отмечаем точку. Вот здесь у нас уклон прямой. Отметили. Дальше. Теперь 66 миллиметров. Идет все ровненько у нас 21 миллиметр. Значит, отмечаем 66. И идет вверх до отметки вот этой 21. И здесь соединяем вот такой линией. И вот смотрите, теперь участок у нас шел, и здесь видно, как вот на этом участке мы тут делали выемку, а здесь на этом кусочке делать будем насыпь, да? И теперь насыпь наша заканчивается где? Еще 11 миллиметров. Отмечаем 11 миллиметров вот сюда. И вверх до пересечения с красной линией. Вот здесь насыпь заканчивается. А дальше как шло, так и идет. Так и идет. Значит, мы что можем? Выделим, да, чтобы это было четко видно. Раз. И мы выделим вот это. То, что у нас получилось. Как, ну, здесь не хватает еще кусочка. Вот отсюда до сюда идет насыпь. Выделяем насыпь. Выемку. Вот так. Вот такая получилась наша диаграмма. Да? Такой разрез получился. Ну и здесь еще ставят что? Отметку. Отметку ставят так. Здесь должна быть под углом 45 градусов. Сюда и 45. Вот так. Отметка. Потом полочка. И здесь пишут вот тут 21, раз, два, три ноля. И вот эти выделяют основной линией. Вот так. Вот такая отметка должна быть. Все, работа наша закончена. Все, что необходимо, мы сделали.